А ты чего сидишь? Ведь у нас есть шанс выиграть миллион! Покупай очистители, смазки, герметики, антикоры фирмы Кэрри. Регистрируй штрих-коды по ссылке в описании. И получи реальный шанс выиграть 1 000 000 рублей. Всем привет! Рад приветствовать на канале. Сегодня я прибыл в свой шалаш. Не был я здесь с апреля месяца. Картина совсем другая, не то что зимой. Все в листве. Очень удачно я подобрал место. Здесь прямо солнышко бьет внутрь шалаша. Очень красивое место получилось. Молодой клен. Сегодня я вместе со своими друзьями-паутами и мухами. Сегодня я буду усовершенствовать пол в этом фрейм-домике и буду вставлять дверь. Уже появится дверь, можно будет ставить печь и потихоньку обустраиваться внутри. Всем приятного просмотра. Заходите в телеграм-канал, ссылочки я оставлю внизу. Приятного просмотра. Внутри сухо, видно от короеда опил, повылазил, пол ссохся. Увидел, когда я вешал рюкзак, что нет джута вот тут. Птицы повытаскивали с нижних рядов везде, повытаскивали, вот, повытаскивали. Но в целом все хорошо. Сруб высох. Стал беленький, очень красиво, опрятно. И главное, вид тут вот очень шикарный. Буду снимать весь старый пол и буду делать снизу подшив к доскам, которые вот поперек вот этих досок, и буду утеплять его. Переделаю немного. Пол я с легкостью демонтировал. Сейчас буду прикручивать вот такие рейки. Они у меня будут прикручиваться вот сюда. И между вот этими досками будут укладываться еще доски. Это будет, так скажем, нижним рядом. Потом сверху я планирую выложить мох. И это будет своим образом утеплителем. Решил я делать так, потому что здесь у меня вот под этим венцом и под тем промежуток, и зимой будет очень холодно. Надо будет утеплить пол. Все равно с пола будет в любом случае дуть. А такая подушечка все равно не даст морозу, так скажем, проникнуть внутрь. Тут речка прикручена, тут осталось
мне две речки, вот на эту сторону, на эту, то есть на одну доску. Буду сейчас распускать доску при помощи ручной циркулярки и буду уже застилать. Не хватило 2 штучки буквально. Один полный пролет уже готов. Сделал я первым делом у стенки у этой, потому что потом будет неудобно. Сейчас я буду делать вот эту стенку, которая ближе к срубу, а потом вот эти 2 оставшихся пролета. Здесь расстояние практически одинаковое, там плюс-минус. И тут делаешь уже под один размер, гонишь. Знай только подставляй, расчерчивай и пили. Вот так дело ближется, застилаю это и буду уже утеплять. Самое трудное уже позади. Самое тяжелое и очень долгое по времени это было прошить вот эту сторону и вот эту сторону. Здесь нужно было подгонять доску, а вот это самое быстрое. Все закреплено. Теперь я буду подтаскивать мох. Буду выкладывать сюда мох. И сверху будет тот самый пол, который я делал зимой. То есть вот такой вариант утепления у меня будет. Можно еще, кстати говоря, на этот, сперва на первый слой выложить сухую листву. Но сейчас у нас еще в самом разгаре лета, листвы желтой нет. Вот нижний слой выкладывается из листвы сухой, не из зеленой, именно уже сухой листвы. И потом можно выкладывать мох.
И это будет еще лучше, нежели выкладывать просто мох. Но мох тоже хорошо. Так что сейчас пойду дергать мох, подтаскивать и выкладывать. В лесу сейчас 15 градусов, но по ощущениям, что этот градусник врет, наверное, 20 градусов. Внутри фрейма очень душно, пыльно, работать там тяжело. Здесь в лесу более-менее как-то посвежее, чем внутри. Поэтому периодически выхожу, передыхаю. Только снаружи невыносимо, надоедают пауты, оводы, мухи, комары. Короче, все плюсом. Хорошо, когда было прохладно, ни комаров, ни паутов. А сейчас все повылазили, уже искусали всего. Не так давно я обзавелся ножом. Нож называется Партизан. Изготовитель уральская мастерская Аника. Тот же самый изготовитель, что и вот у этого топорика. Сегодня у меня егерь одноручный. Петровича не взял. Самое то вот таким сейчас работать. Уже много я им попользовался. Месяца, наверное, 3. И есть уже какое-то впечатление. Нож этот подходит больше для бушкрафта, я считаю. Именно для выживания, именно для походов таких однодневных. Нож вот в таких ножнах кожаных, довольно-таки большой нож. Общая длина 295 сантиметров и у него режущая часть 170 сантиметров. Такой довольно-таки увесистый нож, выполнен полностью из куска железа, так скажем. Вот ручка. Лезвие, кстати, ХС 9 ХС, довольно-таки хорошо держит заточку. Очень удобно, мне понравилось им рубить маленькие ветки, когда ходишь по лесу, вот где-то через кусты пробираешься, одним взмахом можно срубать себе дорогу. Также удобно им срубать ветки, когда едешь на квадроцикле по тем же самым кустам. В общем, нож этот больше для бушкрафта. Можно, кстати, им и готовить. В общем, все что угодно. Но именно он заточен для таких грубых работ. Здесь можно сделать, кстати, копье из него, срубить ветку этим же ножом и приделать пику, копье сделать. И можно даже идти на дикую охоту, это на медведя с копьем. Но это, конечно же, шутка. В общем, вот такой ножичек грубый, можно работать вообще где угодно, делать все что угодно, хоть и рыть землю им. Никакого гламура, только суровый кусок железа, только бушкрафт. В общем, ножик в коллекцию к топорикам.
Уже начал застилать старой доской. Мох выложен, утрамбован. Он еще слежится и будет хороший контакт. Будет снизу закрывать все щели. И у нас пол будет потеплее. По ходу строительства уже продумываю, что и где будет стоять. Еще не определился совсем с печкой. Будет ли она с этой стороны, либо с той стороны. Но скажу вам, что она будет точно у той стены. Потому что у меня будет выходить трубопровод под дым именно Г-образно. Если поставить печку с этой стороны, здесь попросту уже стены не хватит. Потому что здесь большую часть занимает дверь. А вот там будет как раз. Вот, пока еще не знаю, с этой или с той стороны. Либо может вообще поставить посередине. Потому что если поставить сбоку, то там будет контакт к стенке. Вот к этой. Нужно будет потом еще эту стену защищать. Так что я еще пока продумываю, друзья. Вы можете также мне посоветовать, как лучше воплотить все это. Так как этот шалаш мы строим вместе с вами. В принципе, ваша идея, моя работа. Вот так вот. С полом, с утеплением закончено. Самая дольшая часть это было подгонять эти доски, а все это выложить и закрыть обратно, это дело минутное. Так что больше подготовительных работ, чем самих работ. Как-то вот так. Пауты одолевают, как с комарами, блин, уже штук 50, наверное, забил я на себе. С ума сойти.
дверном проеме сделал пазы, буду его укреплять. Здесь у меня будет прикручиваться брусочек. Это для того, чтобы стена вот эта не шаталась, чтобы была устойчивая стена, так как будут здесь двери, которые будут закрываться. Когда мы закрываем двери, у нас вся стена шатается. Эти у меня бревна на нагилях, и этот брусочек их усилит, не будет шататься вот с обеих сторон. Все готово. Смотрите, стена теперь не шатается. Зафиксировано каждое бревно. С этой стороны аналогично. Сейчас буду вставлять дверную коробку. Будет она у меня открываться с правой руки, то есть слева направо. Вот так. Сейчас вот утепляю порог и закрепляю коробку. Ну и потом буду утеплять здесь по бокам и сверху.
Вот такая получается красивая и увесистая дверь. Нужно еще прикрутить 2 штучки, обкромить и прокрутить с этой стороны. Довольно-таки красиво. Если получится, то покрашу в следующий раз светлый какой-нибудь оттенок. Может быть, прозрачный цвет. Как-то вот так. Дверь прокрутил, саморезы не жалел. Смерил диагонали 167, ровно, тютелька в тютельку. И сейчас у меня самое страшное и самое трепещущее. Буду я разделять дверь пополам. Да-да, будут у меня 2 створки. То есть будет двойная дверь. Нижняя дверь и верхняя дверь. Прикрутил направляющую, выставил 30 градусов. Вот. 30. Все, буду пилить. Чуть-чуть. Сейчас буду открывать первую нижнюю створку. По-моему, должно получиться нормально. Нормально. Открывается легко. Ничего не скрипит, ничего не задевает. Получилось более-менее нормально, хотя вот эта стена неровная. Пришлось сделать вот такие подкладочки. Маленько их разукрасить, чтобы смотрелось покрасивее. Буду сейчас вторую приделывать. С этой стороны у меня будет утеплитель, чтобы когда дверь стыковалась зимой, ветер холодный не задувал внутрь.
Ну что, готово? Классно. Я прям реально восхищаюсь этой дверью. Первая дверь неоригинального дизайна у меня в копилочку. Здесь в дальнейшем сделаю небольшую защелку маленькую, чтобы дверь открывалась и закрывалась одновременно вместе. И чтобы можно было зимой, допустим, быстро проветрить, да, либо взглянуть на улицу сюда. Можно было раз и быстро открыть верхнюю дверцу. Как-то так. Здесь я низ утеплил, как я говорил, чтобы зимой меньше поддувало. Я прям 5 баллов. Конечно, сам себя не похвалишь опять. Скажут, никто не похвалит. Жду ваших оценок. Блин, прикольно. Классно. В следующий раз ручки надо еще будет сделать красивые. Внутри все очень красиво. Пол, кстати, немного испачкался. Натоптал я здесь земли, уже внутрь начал заносить. Это в следующий раз я уберу. Нужно будет веник с собой взять какой-нибудь маломайский. И вот так вот все внутри. Все красиво, опрятно. И, кстати говоря, забыл вам сказать про пол. Пол теперь получился, знаете, не такого звонкого звука, как он был раньше, а сейчас более глухой звук. Чувствуется, что под низом что-то есть. Надеюсь, это утепление зимой оправдает себя. С печкой, конечно же, здесь точно не замерзнешь, это я в этом уверен. Печка будет стоять, скорее всего, здесь, либо вот тут. Кстати говоря, советуйте, я еще не определился, здесь или здесь. В этом ряду, вот ближе к вам, не будет там, потому что дверь будет здесь или здесь. Поэтому, друзья, жду вашего совета. И с такой печкой, я думаю, что и пол будет теперь теплый. Можно будет ходить спокойно в носочках, либо в шлепках. Ну и вот как-то так. Внутри уже все преображается. Очень красиво. В следующий раз я буду устанавливать печь, либо делать прихожую, пока еще не определился. Так что в следующий раз будет еще чем заниматься. Да и вообще следующие разы до зимой здесь будет чем заняться. Будет печка, уже будет тепло, можно будет обустраиваться. Обустраиваться буду, пока как это все будет, еще не знаю. Так что, друзья, жду ваших комментариев, жду ваших идей. Будем воплощать все это вместе. Спасибо, друзья, всем за уделенное мне время. Очень благодарю, что вы зашли посмотреть мой видеоролик по строительству этого А-фрейма, так скажем, А-шалаша. Ну и подпишитесь на канал, кто это еще не сделал. У меня есть моя группа в телеграм-канале. Там у меня фотографии обычно. Какие-то фотографии из роликов, какие-то из жизни. Так что, друзья, всех жду вас там. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока!